Всем привет! Ни для кого не секрет, что залог комфортной и быстрой работы в мастерской – это порядок, потому как не приходится тратить большое количество времени на поиски необходимых вещей и инструментов. С порядком у меня в мастерской есть вопросы, которые необходимо решать, и в этом видео я этими займусь. Какое-то время назад начал покупать вот такие пластиковые лотки для хранения мелочей, но поскольку для их хранения у меня не было специально отведенного места, они валялись по всему гаражу и создавали такой же беспорядок. Было решено решить этот вопрос раз и навсегда и сделать для их размещения удобную передвижную стойку. За основу решил взять профильную трубу 20 на 20 и 20 на 30, все с толщиной стенки 2 мм. При разметочных работах очень удобно использовать рулетку с автоматической фиксацией ленты. При работе рулетка не пытается каждую секунду самостоятельно свернуться, а делает это только по нажатию на кнопки. Однажды попробовав такую, возвращаться к рулеткам с ручной блокировкой не захочется. Для получения четкой и точной разметки использую угольник и чертилку со сменными твердосплавными наконечниками. Размеченные заготовки нарезаю. Снимаю острые кромки и готовлю детали под сварку. Выставляю и фиксирую заготовки с помощью струбцин. Кстати, видео с изготовлением этого сварочного стола есть на канале. Перейти к нему можно по подсказке в углу экрана. Из-за габаритов мастерской стол у меня небольшой, и закреплять заготовки приходится вот таким образом. Собираю рамку на прихватки. Замеряю диагонали, и если все сходится, можно приступать к обвариванию. Для изготовления подпорной стойки заготовки нарезал под углом 22,5 градуса. Из полосы 20 на 4 нарезаю закладные пластины. Размечаю и сверлю отверстия на 8 мм. Привариваю их к стойке. Зачистку сварочных швов произвожу с помощью фибровых кругов с керамическим зерном. Такие круги обладают просто невероятной производительностью, сглаживают сварочный шов всего за несколько движений и секунд, и при всем этом не делают ям на металле, как это делают лепестковые круги. Для большей мобильности стойка будет оснащена колесами. На опоры наношу разметку и сверлю крепежные отверстия. Крепиться колеса будут на болты М10, болты с обычной шестигранной головкой тут не подойдут. Использовать буду винты М10 с головкой под внутренний шестигранник.
Чтобы все было максимально по красоте, воспользуюсь своим новым инструментом – резьбовым заклепочником от Denzel. В комплекте есть насадки для заклепок на 3, 4, 5, 6, 8, 10 и даже 12 мм. Выбираю необходимую насадку и устанавливаю в заклепочник. Тут будут использоваться заклепки под резьбу М10. Под них рассверливаю отверстие до 13 мм. Накручиваю заклепку на шток, вставляю в отверстие и расклепываю. Одно движение, и вот какую красоту мы получаем. А теперь этот же процесс крупным планом. Выглядит как заводское изделие. В данное отверстие я буду прикручивать колеса, но при необходимости туда можно вкрутить винтовые ножки. В общем, кому как удобнее. В рамке также сверлю отверстия под резьбовые заклепки М10. Усиливающие стойки будут крепиться таким же образом, но на болты М8. Под них сверлю отверстие на 11 мм. М10 насадку меняю на М8. Такой заклепочник незаменим тогда, когда толщина стенки материала слишком мала и не позволяет нарезать в нем полноценную резьбу. Каркас стойки готов. Следующее, что мне понадобится, это кусок фанеры толщиной 18 мм, который долго стоял без дела и ждал своего часа. Распил буду производить с помощью дисковой пилы. Для уменьшения количества пыли в воздухе работать буду в паре с пылесосом, оснащенным автоматической розеткой. В идеале для работы с циркулярной пилой было бы использовать алюминиевую шину, но у меня, к сожалению, такой нет. В качестве направляющей буду использовать обрезок OSB, закрепленный струбцинами. Как же удобно производить раскрой листовых материалов, когда у пылесоса длинный шланг. Торцую лист фанеры и вывожу в размер. Поверхность листа шлифую и привожу в порядок. Из стальной полосы нарезаю пластины и сверлю в них отверстия на 8 мм. Они будут использоваться для крепления листа фанеры к рамке. Выставляю и привариваю.
Стойка готова. Разбираю ее и произвожу окрашивание. Для металлических элементов выбрал свой фирменный синий цвет мастерской и окраску с помощью краскопульта. Фанеру решил закатать в серый графит с помощью валика. Краска высохла, приступаю к сборке. Для крепления фанеры буду использовать винты М8 с головками Pattaya. Прикручиваю ножки, а после усиливающие стойки. Конструкцию сделал разборной на болтах, чтобы в будущем, если я захочу закрепить этот стенд неподвижно к стене, не пришлось ничего резать. Ножки можно будет просто открутить. Прикручиваю колеса и устанавливаю заглушки. Следующим этапом наношу разметку под планки крепления лотков. Так получилось, что лотки я использую двух различных производителей, а потому планки имеют отличия. По качеству изготовления и крепления оранжевые мне понравились больше, хотя стоят они даже дешевле. Прикручиваю планки на места. Перевожу стойку в свое проектное положение. Ну а теперь самый приятный момент – развешивание лотков по своим местам. Все лотки развешаны, но осталось пустое место. Как и было изначально задумано, его займет самодельная зарядная док-станция для зарядки аккумуляторов инструмента. Если в будущем возникнет необходимость, ее можно будет подвинуть в сторону и разместить рядом еще одно зарядное устройство для аккумуляторного инструмента другой фирмы. Но пока такой необходимости у меня нет. Снизу имеется полочка для хранения аккумуляторов. Как оказалось, использовать зарядное устройство в вертикальном положении очень удобно. Стойка для лотков готова. Ее изготовление позволило приблизиться еще на один шаг ближе к порядку в мастерской. Загруженная стойка достаточно устойчивая, и опрокинуть ее можно разве что по пьяни, но это не про нас. Теперь все контейнеры с крепежом и различными мелочами будут на виду и в быстром доступе, и больше не придется тратить кучу времени на поиски того или иного элемента. Однажды потратив немного времени и не очень много денег, в дальнейшем это простое изделие сможет сэкономить еще кучу вашего драгоценного времени и при этом добавит удобства в работе. Полученным результатом я остался очень доволен. Ну а если вам нравится подобное видео по обустройству мастерской и они вам полезны, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Все полезные ссылки на инструменты, как всегда, будут в описании. Ну а на этом у меня все. Огромной всем удачи, мира и добра!